Всем привет, с вами Тори-чан! Каждый год на Масленицу я угощаю моих японских друзей блинчиками с разными необычными для японцев начинками. Но в этом году ваша очередь пробовать японские необычные блинчики, поэтому сегодня у нас будет видео с рецептом дораяки. Это японские блинчики-оладушки в форме сэндвичей. Дораяки внешне похожи на обычные оладушки, но это японская традиционная сладость вагаши, которая, говорят, появилась еще в эпоху Камакура. Дораяки расшифровываются как дора — это гонг, а яки — это жарить, потому что они круглые, и японцам это похоже на гонг, видимо, было в те времена. Готовить дораяки очень просто, и несмотря на то, что это японская традиционная сладость, думаю, многим она придется по вкусу, поэтому, если вам надоели обычные блинчики или оладьи, попробуйте сделать дораяки. Нам нужна будет обычная мука. Я буду сегодня готовить 3 дораяки, поэтому получается 6 оладушек. Для них отмеряю 40 грамм муки. Добавляю 1/4 ложку бейкинг паудер, можно использовать обычную соду. 1 яйцо и 1 столовую ложку меда. Мед – главный ингредиент в дораяки, благодаря нему тесто получается очень такое насыщенное на вкус, больше похоже на спонж-кейк, а не оладьи. Также добавляю 1 столовую ложку молока и 20 грамм тростникового сахара. Можно использовать обычный сахар. Все это перемешиваем до однородного состояния. Намного проще, чем делать тонкие блинчики, где ты боишься, что у тебя будут комочки, и нужно все это потом взбивать, когда ты немного оплошал. Дораяки делать намного проще в этом плане. Главное все это хорошо перемешать, чтобы не было комков. Тесто получается как густая сметана, поэтому, может быть, нужно будет немного больше муки. Смотрите по консистенции. Накрываем тесто пленкой и оставляем на 30 минут в холодильнике. Ой. Красотка. Пока тесто отдыхает, готовим начинку. Традиционная начинка для дораяки – это паста анко. Паста из бобов адзуки. Как варенье, только из фасоли. На вкус чем-то похоже на очень сладкую приторную массу. И многие иностранцы не любят пасту анко, да и молодые японцы тоже. Поэтому в наше время дораяки готовят с разными начинками, не только с пастой анко, но и с шоколадом, с заварным кремом, можно даже варенье использовать. Я буду использовать начинку из сливок взбитых, а также анко, но можно делать просто сливки взбитые с шоколадом, сахаром, вареньем и так далее, поэтому на ваш вкус. Я использую вот такие жирные сливки специально для крема, и их нужно взбивать на холодной воде, чтобы они взбились в пышную пену, поэтому сейчас будем так их делать. Если вы не используете анко пасту, а она сама по себе очень сладкая, то нужно добавить в сливки еще сахар. У меня нет нормального венчика, поэтому я буду делать это руками, но если у вас есть электрический, то лучше его использовать, конечно же, иначе будете мучиться, как я. Кримです。強く。でちょっとこぼれる可能性があるから。いいねいいね。Должен получиться вот такой густой крем. Я думала, у меня рука онемеет, пока я его взбивала, и изами тоже по очереди, поэтому лучше взбивайте электрическим венчиком, конечно же. И сейчас я буду смешивать сливки с пастой анко. Это цубуан, когда не именно как паста, а кусочки фасоли в ней, что вкусно, если вы любите анко, но можно ее не использовать, можно просто заменить ее на сахар, мед, варенье, шоколад, матча, что угодно. Добавляем анко в наш крем, перемешиваем, и у нас получается вот такая вот воздушная масса из крема и анко или другой любой начинки, которую вы добавили. Это я прячу в холодильник. И достаю наше отдохнувшее тесто.
Оно более густое становится за 30 минут. Включаем плиту и разогреваем сковородку. Я буду использовать маленькую сковородку, чтобы было проще, но, конечно, можно использовать сковородку нормального размера. Используем масло, любое не пахнущее. Самое трудное в дораяки — это пожарить их, чтобы они не пригорели, потому что в тесте мед, и из-за этого оно очень быстро сгорает. И жарим постепенно на медленном огне, чтобы не подгорело. О, уже приятно так пахнет медом. Черный, черный, как же тяжело. Нормально приготовить их. Это будет внутренняя сторона, никто не догадается. Чтобы все дораяки получились одинакового размера, я использую вот такую ложку и ей измеряю, сколько теста я жарю. Но можно использовать формочки, так даже проще будет. О, вот такие должны быть дораяки. Красота. Самое важное, чтобы приготовить вот такие красивые дораяки, а не черные, как у меня получился первый, это смазать сковородку маслом так, чтобы не было капелек, при помощи салфетки, например, жарить на очень медленном огне, на реально очень тихом огне, примерно 2 минуты с каждой стороны, и переворачивать тогда, когда появляются пузырьки. Самое важное, чтобы они не сгорели. Первый дораяки, который у меня сгорел, я съела на пробу, поэтому у меня получилось не 6 оладушек для дораяки, а 5, к сожалению. Поэтому у нас получается 2,5 дораяки сегодня. Вот такие блинчики у меня получились, не подгоревшие 4 штучки. И теперь самая веселая часть, будем собирать дораяки. Блинчики, крем с пастой Анко, а также я буду использовать клубнику для украшения. Поэтому я ее вот так вот порезала на половинки. Можно использовать не клубнику, а любой другой фрукт или без нее. Берем блинчик и на некрасивую сторону выкладываем крем. Крем не жалеем. Кстати, такие дораяки с кремом в Японии очень популярны. Это я не придумываю, чтобы заменить для вас пасту Анко. И такие дораяки называют нама дораяки. Нама — это свежие на японском языке. Не знаю, почему нама дораяки. Возможно, потому что крем свежий. И как-то это ассоциируется у них. Нама дораяки. Как много крема! И накрываем сверху вторым блинчиком. Дальше дораяки вот так вот приплюснуть нужно немного, чтобы крем дошел до краев. Ох, как много крема! Такие дораяки в Японии стоят дорого, так что теперь вы можете сами приготовить их. И крем можно вот так вот покрасивее сделать. Чувствую себя кондитером. Вот такой вот сэндвич. Какая красота! Уже красиво, смотрите. И дальше украшаем это клубникой. Очень красиво. Это прямо шикарные дораяки, а не обычные. Вот такие дораяки у меня получились. Один большой дораяки, поменьше дораяки и маленький дораяки для Аки. Я шучу, конечно. Посмотрим, какие они получились внутри. Обычно дораяки продаются круглые или разрезанные на половинку. Ну что ж, попробуем, какие получились у нас дораяки с кремом. Конечно же, если меньше крема добавить, то будет легче их есть. Это все сделано для ютуба, скажем так. Шучу, в Японии такие тоже продаются. Но да, их реально тяжело есть. Попробуем. Очень вкусно. И очень много крема. Я не любитель анко пасты, но если смешать ее с сливками, то вкус получается менее приторный. Можно сделать дораяки с шоколадом или с заварным кремом. Но я лично люблю, наверное, больше такую версию, потому что очень такой получается и насыщенный, и легкий вкус одновременно. И клубника
очень подходит, хоть и тяжело есть. Дораяки обычно едят холодными, поэтому не страшно, что процесс готовки занимает время, и они остывают, так и должно быть. Можно даже заморозить дораяки, и будет тоже очень вкусно. この半分こあ、こっちいい。そうなんでこれちょっといやなんかバリエーション欲しいなと思って。ちっちゃいの食べよケーキよりも好きかも。う。本当？なんかもちもちしてる。なんかスーパーのどら焼きに似てる？うん。目つぶって食べてもどら焼きだって言える。美味しい。何入ってんのこれ？これ生クリームと小豆。ああ。小豆って分かんなかった？一瞬わかんなかった。でしょ？いや私はいいなと思ってる。めっちゃそこ。美味しい。なんか優しい甘さになるね。うんうまい。ずました。 За минуту съела, за один укус дораяки. Видите, значит вкусно было. Такие у нас получились сегодня японские блинчики, аладушки, дораяки, которые можно готовить не только с кремом, но и с любой начинкой на ваш вкус. Все ингредиенты я напишу в описании этого видео, поэтому, кому интересно, попробуйте, приготовьте. Надеюсь, что вам понравится. Всем спасибо за просмотр, увидимся еще. Всем пока. Только из сладких бобов красных. На вкус чем-то... Аки! Мурам. Мурам. Ням-ням. Зори ты мой кинду. Всем привет, с вами Тори-чан. Каждый год на Масленицу я угощаю моих японских друзей необычными... Харю! Харю!